Mesdames et messieurs, bonjour! Сегодня я приглашаю вас на новую прогулку в моем квартале, в моем районе. Все, что находится в радиусе 2 километров от моего дома. И сегодня я отправляюсь на прогулку в парк, который называется Бют-Шимон. Сегодня воскресенье, 29 сентября, 11 часов утра. Серый день, холодный. Сегодня плюс 10 градусов. Для сентября это очень холодно. При местной влажности ощущается достаточно холодно. И вот смотрите, район, который мне очень нравится, застроен жилыми домами. 30-й год 20 века, либо после Второй мировой войны, 50-е, 60-е годы 20 века. В этом квартале есть виллы индивидуальные, построены на одну семью, или здесь живет несколько семей в одном особняке. Вот, смотрите, дома. И интересно, что самый-самый разный стиль этих домов. Вот, тоже любопытно. Очень много зелени, очень зеленый этот район. Когда-то здесь добывали белый камень-известняк. Как вы знаете, Париж изрыт карьерами. Здесь просто-напросто нельзя строить многоэтажные дома. И это очень здорово, потому что сохранился вот такой трехэтажный Париж. Это 19-й округ уже Парижа. 19-й округ, вот посмотрите. Здесь тоже улочка симпатичная. И вот такие дома. Одно окошко. Но это не единственный такой квартал. Сейчас я вам покажу еще один район, где также были построены виллы, но виллы уже индивидуальные. И там приходишь в настоящую деревню. Несколько лет тому назад в Париже появились контейнеры для раздельного сбора мусора. Вот это контейнеры для бумаги, картона, пластика. Это контейнеры для стекла, стеклянных бутылок, банок и так далее. А это контейнер для пищевых отходов. Давайте пройдем через этот район, виллы. Вот они, все сейчас за зеленью, ничего не видно даже домов. Но здесь ты действительно живешь как в деревне. Вот видите, какие дома интересные. Этот район называется Музая. И об этом квартале я вообще-то рассказывала достаточно подробно в одном из видео на YouTube. Вот что-то цветет очень красивым цветом. Белые цветочки. Очень красиво. Какие дома? Вот посмотрите, эти виллы. С левой стороны, в основном двухэтажные. Вот там с камнем, мне очень нравятся эти дома. Вот такого типа строили тоже в Версале. Ну, это обычно 30-й год 20 века эти дома были построены. Ну понятно. Здесь сейчас проходит сегодня видео гронье. Что это такое? Это люди приходят продавать свои какие-то старые вещи, старую одежду. И вот ненужные, может быть, им вещи за дешево. Слушайте, меня это всегда удивляло. И приезжают тут, что-то они там покупают, смотрят, старье. И вот таких двориков на этих улицах, вон там какая-то старая улица. Так, я вам покажу. Вот тоже дома из красного кирпича. Самая-самая разная архитектура не повторяется. И платановые аллеи. Вот, а вот это я прохожу паркометр, скажем так, наверное, по-русски можно сказать. Это для того, чтобы оплатить парковку для машины. Вот, но парковка в воскресенье бесплатная. Можно припарковаться бесплатно. Это единственный день на неделе, когда бесплатная парковка. Вьетнамский ресторанчик. Сегодня закрыт, выходной. Там с левой стороны брасserie, то есть пивная. Я рассказывала о брасserie, посмотрите, у меня есть видео. Бар и табак написано. Табак, то есть вот именно в таких барах, в таких кафе можно купить табачные изделия. И здесь есть очень симпатичное кафе, он там желтенькое, Шемеме называется, у бабушки, где замечательный кофе и очень вкусные круассаны. Круассанчики евро 51 штучка или пан-шоколя евро 95. И вы знаете, здесь всегда утром сидят люди, всегда местные приходят. Действительно очень вкусно. Мы как-то здесь завтракали в этом кафе. Вкусные круассаны, это правда. Я подхожу к Крымской улице, Rue de Crimée. Вот она, эта Крымская улица. И чуть дальше вы проходите по этой Крымской улице, выходите к русской церкви. А Бют-Шимон парк, вот он, здесь вход, один из входов в парк Бют-Шимон. Бют-Шимон – это один из самых больших парков в Париже, около 25 гектар площадь этого парка. И сегодня воскресенье, и меня даже не удивляет, что здесь так много бегает людей. Обычно это вот суббота или в воскресенье приходит. Хотя на неделе тоже бывает, но выходные больше всего. И тут прям настоящий марафон. Вот они все бегут.
Ну а справа на газонах приходят парижане с своими собачками, выгуливают своих собак. Вот раздолье для собак. Уже листья краснеют на кленах. Это рано для Парижа. Обычно это все-таки в конце октября. Но в этом году такой холодный был сентябрь и дождливый, что эти желтеют и краснеют листья намного раньше. Какая красивая клумба, вы только посмотрите. Первый раз я вижу, чтобы они так здорово сделали клумбу. Вау! Вот так по этой дорожке. Теперь вниз к озеру идем. Очень красивый вот этот вид. Сейчас я вам чуть поближе сделаю, вы увидите. Вот, посмотрите. Это Сакрэ-Кёр, то есть это Монмартр. Вот, прекрасно видно Сакрэ-Кёр отсюда. Тоже на холме находится, естественно. Монмартр — это холм. Всегда приятно находиться рядом с водой. Вот эти ручейки спускаются в озеро. Вот это дерево, я точно знаю, называется гинко. Эти деревья завозили вообще из Юго-Восточной Азии во Францию с 18 века. И осенью цвет этого дерева золотым становится, желто-золотой. И смотрите, на озере целая стая, это, по-моему, дикие гуси. Это даже не утки, это гуси. Можно просто сидеть на берегу озера и медитировать, как эта девушка. Шарманка. Эта женщина, она всегда приходит сюда в выходные дни. Шарманка, иногда она поет песни. Мать ее уже неудобно, поэтому не буду, только послушайте, она поет под шарманку. Вот так издалека я вам покажу. Через месяц здесь уже будут хризантемы. В конце октября, в начале ноября на этом самом месте будут цвести хризантемы. Не напротив, это мэрия 19 округа. Я сейчас нахожусь в 19 округе. Здесь есть ресторан, открыли его очень долго, реставрировали, наконец этот ресторан открыт. А можно просто сэндвич взять, вот там сесть в парке, перекусить. Столы поставили на улице. Вообще здорово, когда теплая погода. Замечательно. Готовят уже к обеду столы. Вы знаете, что французы едят четко по времени. Обычно это с 12:30 начинается обед, и до 12:30 или до 2 часов. И завтрак у французов очень легкий. Завтракают рано, в 8, скажем, утра, если на неделе. Ну, в воскресенье можно себе позволить и более поздний завтрак. Но завтрак это чаще всего кофе и круассан. И вот эти я вам хочу показать. 3 грации их называют. Старые-старые платаны. Смотрите, какие здесь стволы и ветки. Что-то мистическое в этих платанах есть. Вот, и поскольку у французов очень легкий завтрак, то обедают, соответственно, рано, 12:30. Вот эта часть парка мне очень нравится. И тоже здесь какая замечательная клумба. Очень красиво. И здесь еще есть секвойя. Это секвойя. И там еще одна секвойя дерево. О, красота. Красота. И теперь я буду подниматься в горку. И хочу вам сказать, что да, действительно, французы занимаются спортом, следят за своим здоровьем, правильно питаются, поэтому живут долго. Средняя продолжительность жизни и французы, и француженки по статистике 82 года. Вот и сейчас я просто вам сниму вот эту дорогу. Вы заодно посмотрите публику французскую из 19 округа. Вот эта часть, кстати, домов, что вокруг парка. Здесь очень дорогие квартиры. Но это всегда так в Париже. Если у тебя окна выходят в парк, неважно какой, люксембургский, Бетшемон или Монсо, естественно, что
квартиры будут стоить очень дорого. И арендная плата, и если ты покупаешь квартиру. И вот этот ливанский кедр необыкновенно хороший. Ну, а теперь я выхожу из парка, и дальше я вам покажу еще одну улочку 19-го округа. Вот эта часть 19-го округа, здесь, видите, дома тоже в основном 3-4, но не выше 5 этажей. Невысокая этажность. И этот район, вот именно эта часть 19-го округа входит в моду последние несколько лет. Здесь селится то, что называют французы ле-бобо. О ле-бобо я рассказывала в одном из видео на YouTube. Бобо, то есть буржуа-богем, буржуа-богема. И почему они выбирают именно этот квартал? Ну, во-первых, здесь чистый воздух, это на холме, продувается ветрами. Во-вторых, парк Бют-Шимон совсем рядом, в 2 шагах. И в-третьих, все должно быть под руками. То есть супермаркет, булочные, мясная лавка, рыбная лавка, чисто экологические продукты. Вот это очень хорошие булочные. Рядом китайский магазин, ресторан. Вот это абсолютно новый цветочный магазин. Не было, вот только недавно открыли. Украсили тыквами. Тебе никуда не надо ехать. Это все вот в шаговой доступности. Вот, пожалуйста, рыбная лавка. Напротив, там рядом сыр, но сегодня выходной. Еще одна булочная. Здесь я пройду овощная, фруктовая лавка. Огромная причем. Ну, я вам говорила, все, что на улице где-то дешевле. Внутри магазина это дороже. Вот так, вот он большой. И опять же сок здесь можно выпить. Супермаркет Монопри, который я вам уже показывала. Там с правой стороны еще один овощной магазин, но это чисто экологический. Это прямо с фермы привозят. Французское, то, что рядом с Парижем. Вот. Еще один винный магазин. И еще бушри де l'église, то есть это мясная лавка. Здесь же старинная церковь 19 века. Видите, в стиле готики построена, но это псевдоготика. Это 1880-е годы строили церковь. Она действующая, естественно. Вот эта улица, она полностью пешеходная стала. В общем, зеленая. Там, по-моему, рынок сегодня. Давайте пройдем, посмотрим. И я вам еще хочу сказать, что вот то, что касается характера француза. Знаете, французу нравится, я вам говорила, что каждый француз мечтает о своем домике. И если нет возможности, приходится жить в городе, то, знаете, вот в этом районе, например, да это не только в этом квартале, вообще во многих кварталах Парижа, ты живешь как в деревне, потому что ты приходишь в одну и ту же булочную, ты приходишь в одну и ту же мясную лавку, ты приходишь к тому же, в тот же рыбный магазин, ты знаешь продавца, продавец знает тебя, все здороваются, расспрашивают о здоровье, о детях, о внуках. И вот эта атмосфера деревенская, она присутствует здесь, в Париже. А вот и цены на квартиры. Вот в 19 округе, например, 3-комнатная квартира. Сколько здесь квадратных метров не указано. 497 тысяч евро. А здесь 4 комнаты, 2 балкона. Плюс погреб по домам. 765 тысяч евро стоит. Вот такие цены примерно. Вот 444 тысячи евро. И мне нравится вот этот магазинчик. Эписхи. Восточные. Здесь можно купить самые разнообразные орехи, мед, продукты из Ближнего Востока, Северной Африки. И намного дешевле, чем в Ашане. Вот тот же миндаль, например. Вот видите, 6 евро за 600 грамм. Это достаточно дешево, потому что миндаль здесь стоит очень дорого. Или, например, смотрите, вот это финики. Финики, сколько они здесь стоят? 3,20. Вот такой пакет фиников 3,20. Сегодня воскресенье, здесь проходит уличный рынок. Об уличных рынках я рассказывала. Посмотрите это видео, оно есть на Дзене, я его перезалила с YouTube. Но постараюсь как-то скрытно снять вам. Пройду просто не без комментариев. О, какой хороший виноград. И стоит всего лишь 2,50 килограмм. То есть в 2 раза дешевле, чем в Монопри. Почему и покупают на рынках обычно продукты. Такие дыни французские. Здесь можно купить 2 штуки за 2 евро. То есть одна дыня, 1 евро. Очень выгодно. А это тоже дыня. Ой, зеленая дыня. А здесь уже килограмм. 1 евро килограмм. Яблоки. Груши 2 евро килограмм стоит. Дары моря. Вот устрицы 12 штук. 12,90. 12 евро 90 сантим. А вот это очень вкусное бюлё называется. Это улитки морские. Они сваренные уже. 18,90 стоит. И креветки тоже вареные. Это вареные креветки. Вот, пожалуйста.
осьминоги. 15,90 килограмм. А вот это очень вкусная рыба, бар. Не знаю, как по-русски. 23,95 килограмм стоит. Это дикий, то есть это не выращенный, а на удочку выловленный. Рынок огромный, вот можно идти, там, наверное, еще километр будет этот рынок. Закончим нашу прогулку. Я пыталась вам показать атмосферный Париж, Париж изнутри, Париж воскресный. Не знаю, получилось ли у меня, интересно ли вам такие видео. Париж, как он есть, без прикрас. Так что, если вам интересно, то мы продолжим прогулки. Спасибо, что были со мной. И, как всегда, до новых встреч на канале «О Франции не только». Пока!